Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Гректеха. Сегодня будем с вами заниматься нанофоржем, вот этим. По крайней мере, постараемся что-нибудь сделать, чтобы дойти, либо что тут. Ну, короче, посмотрим, что из этого получится. У нас тут получилось так, что мы с вами создали вот этот многоблок. Я его пропустил на борды, как на красный, так и на синий. Все скрафтилось, все отлично, все быстро, секунда, грубо говоря, и готово. Это не может не радовать. Так, еще в прошлой серии забыл подчеркнуть несколько вещей. Первое. Нам здесь добавили вот такую вот штуку прекрасную. Вроде не говорил об этом. Вот, фильтр type. То есть теперь сюда не обязательно вставлять тут шаблон, что я делал. А вот, сразу показывают все капельки. Все с капельками, и предметы с капельками, и без капелек. Очень удобно сделали, не надо это ставить, который постоянно вот так вот туда-сюда, вот так вот прыгает. Ах, раздражает. Это хорошо. Плюс я пока вот летал по базе тут, заметил множество звуков, которые добавили в игру. Если подойдем к рабочей фузионке, то услышим. О, пошел в голову вот этот. Типа, работает фузионка. Еще были звуки. Хорошо, вопрос где? Блин. Ну, я натыкался, короче, где тут еще на какие-то такие необычные звуки странные. Ну да ладно. В общем, они позанимались работой со звуком довольно-таки неплохо. Так, сегодня будем нанофорджем заниматься. И для этого смотрим, что нам требуется. Во-первых, чтобы скрафтить нанофордж, нам уже потребуются карбоновые нантиесы. А что по жидкостям? Вот. Чтобы, то есть, в нем создавать много нантиесов, нужны сами нантиесы эти карбоновые. Ну а чтобы первые получить нантиесы, нам нужно будет все это дело закидывать в Assembly Line. Вот такой вот крафт. По 2 штучки будем крафтить. Я уже заранее накрафтил сейчас био этих циркуитов. Ну, по 16 штук. Нам 16 таких нужно. То есть 8 крафтов. Ох, жесть, короче. Для начала, конечно же, будем это и ставить на крафт. Так, еще раз. Так. Потом будет крафт уже попроще. По 64 штучки будем делать уже на нафорже. По 200 тысяч литров материи тратить на это дело. Карбона, сокетов. Ну, а тут, видите, тут тоже карбон есть. Тут вот эти все комплектующие. Еще куча вон роборук, там, микросхем. По 10 тысяч литров материи. Нам 16 нужно, то есть уже потратим 80 тысяч материи. Ну да ладно. Опа. Записали. А сколько... не. Хотя я, наверное, 4 хотя бы закину. Все равно все комплектующие за раз не скрафтятся. Поэтому часть такую небольшую распределить. Это будет более чем достаточно, уверен. Спасибо. Очень приятно, что вы пишете комментарии. Прям вообще балдею, когда какое-нибудь новое сообщение там на телефоне всплывает. То, что мне комментарии оставили. Я такой, красота. Я прям расплываюсь. Так. Нантиес. 16 штучек мне, пожалуйста. Смотрим, что у нас здесь. Почему он тут пишет нанопроцессор? Квантум. Роборуки там. Да, не хочу. Не хочу, не буду. А вдруг там сейчас опять все застопорится? Это какой? Так. Довольно-таки проблематично, геморно. Нет, нафиг, вот это все. Надо переделать крафты некоторые. Роборуки. Так. Кстати. Оп. Раз, два, три. Ага, вижу. Давайте тогда и правда возьмем и переделаем эти крафты. Почему бы и да. Для этого мы возьмем с вами... Напишем свои роборуки.
так. Блин. Ладно, тогда через Shift просто. И смотрим, ну да, тут указано все. Да почему? Что такое? Что за ужасный крафт? Почему это так делается? Так, это все у нас... разные тиры. То есть оптика у нас нету, поэтому здесь у нас пойдет био. Здесь опять пойдет био. Вот такие. Ну и туда сейчас что-нибудь посмотрим. Ага, вижу. Био, значит. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так. Какие? Кристалл. Норм. Витвайр. Вот лучше Витвайр возьмем. Ну, само собой. Дешевле, по идее, крафт должен быть для нас. Да блин. Ладно. Они не переделываются. Я забыл совсем про вас. Что вы такие противные. О, пустой шаблон. Все. Так, что там? Мотор. Блин. Моторчик. Так. Отлично. Вот теперь смотрим. Что там нам натис крафтить точно? Натис. Нанти. Блин, запутаюсь с этим названием. Ну и в этот раз, что у нас тут происходит? Все по минимуму вижу. Хорошо. Угу. Так. Моторчики надо скрафтить, значит, ему. А вот интересно. Тут у нас что? Микросхем нет, это шикарно. Нет, шикарно. А интересно, тогда 128, куда он использует их? Чисто просто типа доступно, что он типа может их использовать. Я вас понял. Ну ладно, хотя бы крафтить он их не собирается. Ну, поехали. Кстати, поставил тут 10 тысяч Reinforced Glass тубов. Крафтится просто, видите, капитально долго. Надо бы обновить и добавить мультиблок какой-нибудь, чтобы он крафтил это куда быстрее. Ладно, займусь как-нибудь этим. А то слишком долго получается. Но это был первый компонент. То нам сказали скрафтить вот это. Здесь. Ага. Ладно, пока запишем. Radiant Casing Stellar Alloy Frame. Что за Stellar Alloy? Миксер? Да. Ну, поехали сразу тогда записывать потихонечку это все дело. То есть нам нужно будет скрафтить со второй микросхемкой тебя. Но здесь у нас есть еще Melodic Alloy, который крафтится опять же со второй микросхемкой Арихарукон, Эндер Глаза, End Steel. Ну, кстати, вот этот лучше, мне кажется. Рихарюкон, глаза, вольфрам, эндстоун, обсидиан, силикон, уголь и сталь. А вот это будет получше с 18-й микросхемкой. Хорошо, кстати. Мне надо посмотреть. Ну, я хотел, честно, посмотреть, какие есть крафты с 18-й микросхемкой. Хотя мы можем сделать вот так вот. Миксер. И тут не так уж много крафтов. Такого у меня нет точно. Дамасскую сталь, я не знаю, так я использую или нет. Кстати, давайте посмотрим. Да. Да ё-моё. Вот. Опа. Какая здесь микросхемка? 9-я. Ну да. Навряд ли я вообще найду 18-ю. Прям вообще навряд ли. Хотя вот здесь место у меня есть. А почему здесь так пусто? Вообще ничего нет. Ну ладно. Так. Интерфейс, значит. Так. Раз.
2. И укажем, что 18. Шикарно. Так, и циферка 2, если не ошибаюсь, но у меня двоечки обычно где-то тут с краю находятся все. Ну вот, например. Наверное, все должно быть как нужно. Так. Теперь нам нужно будет научить там слитки, как создаются и так далее. Все комплектующие для фреймбокса. Да? Ну-ка еще разочек. Ну да, тут все есть. Значит. Так. Кстати. 1 к 1 с радоном, например. Пойдет. Главное там не запутаться, что, где, когда. Раз. Потом роды. 2. И это все дело фреймбокс. Отлично. Как удобно теперь с этим стало, вот ей-богу, а. Нежели чем то, что раньше было. Вы помните, постоянно какой-то крафт, ты бежишь к какой-то машинке. Какой-то другой крафт, бежишь еще к одной машинке. И вот так вот вечные бега были. Ой, что делать? Тут 2 штучки однозначно. А вот здесь нужно подправлять 4 на 1. Ты стоишь на одном месте, щелк. Вообще красота. Ну, честно, я вот к этому и стремился изначально. Вот такие вот были крафты. Чтобы настолько облениться, что просто стоять на месте и не двигаться. Да. Мне кажется, я не туда вставляю. Хотя... А что зависло это все? Так, ну если тут есть другие фреймбоксы, так что ладно, переживать не буду. Мне осталось только ингот воткнуть. 11-я микросхемка с радоном. Ой, за 3 недели я забыл уже, какая из них какая. Так. Что у нас здесь? Вот давайте Вибран. Вибран. Однозначно это не то. Хотя... Кстати. Вопрос. Будет ли вот это подсвечивать? А? Ага. Нет, не подсвечивает, но... Выходов 4. Частота... Ага, ну все, понял. Тогда нам что требуется? Просто найти пока что, где есть радон. Например, вот здесь. С 11-й микросхемкой. Это вот он. 1863. 315. Так. Во, нашел. Кстати, да. Раньше я никогда так не ориентировался. Сейчас же попробовал, мне понравилось. Так. Ну и теперь самый главный вопрос. Сколько, каких предметов нам нужно будет скрафтить для этого многоблока? Так, это поставили. Радиант у меня стоит на крафте. Я уже скрафтил. Вот ты, кстати. ЗПМ, ЮВ. Ладно, давайте просто заранее тоже поставлю на крафт. Все равно пригодится однозначно. Нет. Витвайр 16. Так. Вот так вот. Записали. Ну ладно, пока ставить на крафт не буду, но хотя бы проверим с вами, что по филогенераторам. У меня даже вон UV-шных 250 штук. А где ЗПМ-то, йоу? Перный театр. Сейчас проверим. Конвейер модуль.
ЮВ. Но мне хватит на один моторчиков, это уже бог с ним. Ам, Так, мотор. ЮВ. ЗПМ. Ну вот он есть, что вы меня тут обманываете? Ну вот. Я понял, наверное, в чем проблема. Да. Мы загадываем сюда. А здесь у меня просто рецепты отключены. Так. Я уже забыл, где это делается. Во. Ну, пусть пока 20 штучек крафтится. Что потом времени терять. В смысле? Что тут за бредятина пошла? Ё-моё. Вот с этим подстановкой других там крафтов, микросхем и так далее, блин, это просто ужас какой-то, ей-богу. Ладно, сейчас все это дело переделаем. В первую очередь, я, наверное... Вот это она гудит. Так, сюда. Ну, куда-нибудь тут воткнем. Генератор. ЗПМ. Вот. Ну, 100% сейчас это все нужно дело обновить. А то вот эти крафты, которые нам говорят, использовать те микросхемки, хотя есть другие, мне не нравится. Здесь, конечно, будем мы использовать био. Био. 4 штучки. Так, все остальное совпадает? Совпадает. Но, опять же, эмиттер. 100% сейчас с эмиттерами такая же будет катавасия. Ладно, пока буду их сюда скидывать. Так. ЗПМ. Ну давай, удиви. Да куда ты закидываешь, дурак? Да, как я и думал. Когда они так успелись перемешаться? Они, наверное, перемешались все эти крафты. Когда я переделал крафт на такую жидкость. Ужас какой, а. Видимо, меня ожидает очень много работы за кадром. После этой серии однозначно. Ладно, хотя бы нужное сейчас мы настроим, чтобы он то не использовал. Хотя бы, по идее, мы можем просто пойти и отключить там. И не париться. Их создание отключить. Но нет, эти крафты должны быть. Они должны использоваться. Но не во всех крафтах. А только там, где 4 одного тира. Мотор. ЗП. Вот, если использовать 4, то лучше там, пусть в разнобой. Я согласен на такое. Но по-другому не-не-не-не-не-не. Так, ну и теперь, что мы можем... филд-генератор хотел скрафтить. Теперь ты сможешь? Ну вот с этим проблема. А где они используются? Для чего? Ё-моё. Мгм. Так, давайте-ка сейчас я разберусь, где он это все использует. И почему он хочет тут еще скрафтить 200 молотков где-то. Что-то не то я указал, видимо. Ну, в общем, вся была проблема вот в этом. Я переделал его на крафт через мультиблок. Теперь он не будет у меня уже потреблять хаммеры и так далее. То есть инструменты. То у меня там слиток просто через инструменты превращал слиток... Блин, ну как сказать, сейчас покажу. Вот так вот. Вот такой вот обычный крафт у меня стоял. Ужас. Ужас.
Сейчас выгоднее сделал хотя бы. Вот. Ну и всякий шлак здесь поподбирал. Убрал. Случайно наткнулся, так сказать. Так. Ну, вроде как все. Так, с этим мы разобрались. Убираем. Теперь это точно должно скрафтиться. 20 штучек. Все, без проблем. Сразу моментально. Все, иди, создавайся. Что у нас с этим? Крафт идет. Моторчики создаются. Все, потихонечку пыхтит. Пока 0, ну да ладно. Так, отсюда все лишнее тоже убираем. Тык-тык-тык-тык. Ну и теперь самое вкусное. Посмотри, как он выглядит вообще. О, нам еще один нужен будет, чтобы изучить. Твою налево. Так, поставлю-ка я еще один на крафт. Лишним точно не будет. Так вот. Иди же, пассатижи, вот это башня. Это сколько ты там высоту-то? 30 на 38 на 13. Ё-моё. 30 на 38. Это второй тир так выглядит? То есть его 3 тира есть. Скажу так честно, собирается как-то по некрасивому. То есть на первый тир тебе нужно 468, на второй 172, то есть куда меньше, чем нужно. А потом... Ё-моё. Или... А нет. Нанофорж здесь. Так. А как-то можно вниз опустить, посмотреть на это все дело? Нет, ну я вижу, да, снизу, но... Так. Блин, попытаюсь. Хотя мы можем поступить с вами по-другому. Пока хотя бы сюда подойдем, посмотрим. Мне просто чисто интересно, как он будет собираться. Ну вот это первый тир. Блин, он прям в потолок мне бьет. Ё-моё, нифига себе, 2 блока остается свободного. Хорошо. Это первый. Здесь что у нас? Второй тир. Ох. То есть башенка это остается. И прирост еще. Такой вот отросток появляется. Ага. Так. Третий. Ё-моё. Ну, в общем, если честно, вот это место я планировал совсем под другую машинку гигантскую. Но так как вот эти Эйфелевые башни, блин, такие гигантские, то их нигде больше не поставить, потому что второй этаж будет везде мешать. Видимо, вот здесь и будем создавать это дело. Но тут опять проблемка с чанками. Ну да ладно. Ужас. Видимо, вот это место будет под эти башни. На что влияют эти все разные тиры? В душе не знаю. Давайте посмотреть. Тир 1. Диод карбон Натиас. Тир 2. О, нам хоть как минимум второй тир нужно было делать. Ё-моё. Так, второй тир. Главстоун. Первый. Нейтрониум. Золото в третий. Трансцендент Металл Натиас. Второй. Дварф Мэттер Натиас. Третий. Максимальный тир. Надо посмотреть, куда он идет. Черный. Третий тир.
Так, ну-ка, я-ка вот это все дело запишу в левую сторону. А какие крафты у вас есть? То есть все вот эти три будут соединяться с доп плазмой и получать вот эту штуку жидкую. А зачем ты нужна? Ети же, пассатижи, это что, супер-пупер инструменты? Магнето hydrodynamically constrained star matter. Ё-моё. Ну это жесть какая-то. Короче, просто решили добавить какой-то новый материал и не знали, как выкрутить. Да чё? Да ты... UXV это тир уже. То есть это должно у нас создаваться как, не знаю, как просто как будто как кислород. Вот так вот. И готово. Ё-моё. Попадос. Попадос. Ну, мне, конечно, радует то, что они новые тиры добавляют, но мне не радуют эти крафты. То есть нам нужно будет создавать все три тира. Крафт идет 4 секунды на UXV тире. Но это я на будущее уже заглядываю. При этом всем это все будет создаваться на форже. А тут на максималке. То есть мы будем его получать совсем по-другому. В смысле? Не могу понять. То есть, чтобы создать 4 штучки, нужен максимальный тир. Но чтобы к максимальному тиру прийти, нужен тир, который будет создаваться из там такой, ну вот из этих штучек. What? Везде максималка. Может, конечно, я что-то не догоняю? Я даже сюда не смотрю. Ну, блин, миллион материй. Это жесть какая-то. А ты что такое? И зачем ты нужен такой? О, вот это я залип. Вот это я залип. Вот серьезно. Сколько там? Серия-то... Ох. Так вот, давайте уже подводить итоги. А то я уже затянул серию, вот ей-богу. Нам нужно будет поставить его. Чтобы его поставить на первый тир. Это тут просто картинка меняется, и поэтому тут кажется, что совсем другая структура. Но нет. То есть это первая колонна. На втором тире добавляется вторая колонна. На третьем тире добавляется третья колонна. И в итоге на первую колонну нам потребуется 170 штучек фреймбоксов, 468 накладах аллокейсингов. И почему Energy Hatch 59, не знаю, но я что-нибудь туда воткну. Это, видимо, показывает нам, что куча Energy Hatch можешь ставить, вот тебе и будет максимальный тир. И вот ты будешь получать их, вот эти штучки, и все, и не париться. Все, я понял. Тогда давайте хотя бы под конец серии поставим на крафт оставшиеся компоненты. Нам тут нужно будет 170 штучек. Эндстоуна нету. Прекрасно, дожился. Ну, давай там 100. Его там минимум... По минимуму нужно, да? А мне его нету. А как я его получал раньше? Конечно, понимаю, что могу пойти... надо будет посмотреть его на другой базе. Я говорю, понимаю, что я могу пойти в Вент и там накопать, но нет.
Однозначно я поставлю на крафт. Радиант, вот. 468 скрафтил. Поэтому буду делать подготовочку. Хотя вот это количество, это минимальное количество. Надо еще учитывать то, что второй тир. Хотя давайте сразу, бог с ним, третий поставим. Сразу будет 3 тира у нас. Еще вот это нужно крафтить. 400, 116. Assembly Line Casing. 32 штучки, я вас понял. И тут 16. Хорошо. Фух, на этом буду заканчивать серию. Да, толком ничего не сделали, но много всего посмотрели. И подготовки много какой сделали. Это хорошо. В следующей серии будем уже собирать структуру и запускать на первый натиас. А сейчас пока первый натиас и в ассемблере пусть у нас крафтятся. Не забывай про большой палец вверх, подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Ну, а с вами был Милтон, и до скорой встречи. Всем пока.